Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас с вами обзор сравнения Астана Идеал, Астана 2. Давно меня просили снять, так сказать, обзор сравнения на эти два сорта. Давайте смотреть. По внешнему виду их не отличить. Они очень похожи между собой. Я сейчас возьму два зачищенных кусочка. Беленькая, серенькая. То есть как бы на ощупь, по внешнему виду нет. Их не отличить. Они очень и очень похожи. Есть белые кусочки, есть серые кусочки. Как бы вот. Ну вот по структуре я скажу так. Астана 2 по структуре выглядит плотнее. Нам сейчас надо так вот. Чуть-чуть плотнее, вот мне кажется, что она выглядит. Давайте пробовать и будем сравнивать. Давайте начнем с белых кусочков. Такой у меня кусочек красивый. Она плотная. Она очень плотная. Откусить от больших кусков сложно. Она откусывается как глиномелы. Сорт абсолютно чистый. Кстати, в пересушенном виде она хрустит лучше, чем в своем природном. Угу. Плотненькая. Поначалу хрустит, затем быстро растворяется, залипает. Она хорошо залипает, она как ирисочка. В комочек собирается, но все равно прилипает к зубам. С обалденным вкусом. Ну, то сейчас заметила, какие-то кусочки прям хорошо хрустят, а какие-то нет.
Серые куски намного плотнее белых. Вот этот кусочек у меня был на батарее. Знаете, что я сейчас заметила? Ну, я давно как бы это заметила. Вот когда астану грызешь, то есть ты ее раз откусил, она хорошо хрустит, затем она подзалипает, и каждый последующий, так сказать, укус не такой хрустящий, потому что вот это то, что залипает, оно как бы съедает. Астана вторая. Значит, белые куски, это прям вот вкус сливочный, побелочный, меловой, такой в непересушенном виде, это влажная побелочка. Она сливочная, то есть в ней присутствует яркий вкус сливок. Она сливочная для меня, не молочная, а вот именно сливочная. Серые куски мне отдают слегка бетончиком, то есть побелочка, меловая бетончиком. Сорт плотный, сорт чистый, сорт с классным вкусом. Единственное, что очень сильно залипает. Залипает сильно. И вы знаете, в этом сорте я не чувствую вкуса земли. Ни пыли, ни земли. Это вот чисто сливочно-побелочно-меловой вкус. Классный сорт Астана 2, я ее люблю. Давайте теперь погрызем Астану Идеал и наконец-таки сравним. Сейчас также похрустим и затем я опишу. Что могу сказать сразу? Астана вторая по структуре плотнее Астаны Идеал. Потому что Астана Идеал откусывается легче. Угу. Конечно, они очень сильно похожи, но я вот, как я чувствую, сразу говорю, что Астана Идеал, она откусывается полегче Астаны второй. Знаете, что мне еще кажется? Это что я чувствую? У Астаны второй поярче вкус, чем у Астаны Идеал. Эти сорта жирные. У Астаны второй ярче чувствуется сливочная нотка. Вот я чувствую, что Астана Идеал, она мягче.
Угу. Вкус очень похожий. А даже серые куски у Астаны Идеал мягче, чем у Астаны второй. Угу. Итак, все залипло. Итак, что я могу сказать? По вкусу, да, они похожи по вкусу, они похожи по внешнему виду. Вообще, я бы сказала, по внешнему виду одинаковые. Для меня, давайте начну с отличий. Для меня Астана 2 плотнее, у Астаны второй вкус поярче, у Астаны второй сливочные нотки посильнее чувствуются. Астана Идеал — это сухая побелка, это вкус пыли, такой меловой пыли, я бы сказала. Меловой, побелочный, слегка сливочный вкус. Сорт чистый, в меру плотный, мягче, чем Астана вторая. У Астаны второй, конечно, и плотность посильнее, и вкус посильнее. Но опять же, это чувствую я. Она даже хрустит получше. Ой, когда меня у Астаны второй вкус понасыщеннее будет. Поярче. Я рада, что у меня получилось сравнить два этих сорта, потому что для меня отличия ощутимы, но как бы я их чувствую и по плотности, и по вкусу. А для меня это однозначно два разных сорта. Один помягче, второй поплотнее. У одного вкус поярче, у второго нет. В общем, теперь что осталось нам сделать? Заказать Астану вторую у оптовика. И, как говорится, еще раз попробовать. Всем огромное спасибо за внимание. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем пока-пока.